Друзья, всем огромный привет! Я очень рад видеть вас на своем канале. Ну, наконец-то вот мы дождались хорошей погоды. Вот посмотрите, небо какое. Прекраснейшая погода, но очень сыро еще, видите. Земля сырая, буквально, это можно сказать, что это вот первый такой день. Вчера был более-менее теплый день, хороший. И вот сегодня, завтра обещает. Я напланировал себе кучу дел. До начала моего путешествия остается буквально 20 дней. Вот, но работы у меня просто непочатый край. Сегодня 10 мая 2024. Вот, я хочу провести техобслуживание мотоцикла, подготовить его, значит, к путешествию. И вот у меня камеры лежат. Значит, вот подержанные. Я в этом году решил не покупать, решил докатывать старый комплект резины. Значит, вот этот комплект я сейчас промерю глубину протектора. Вот, и посмотрю, какая, значит, будет лучше, значит, ту я и поставлю. Заодно испытаю вот это свое новое приспособление для монтажа. Потом я хотел затонировать противотуманки вот желтым цветом, сделать глушитель, поменять масло, значит, помыть воздушные фильтры. Да, сейчас я поднимался сюда наверх и, значит, поднял визер, все это, еду, и на малых оборотах слышу так тук-тук-тук-тук-тук-тук, такой стук с цепью, что-то с цепью. Вот, это сюрприз, надо будет с этим разобраться. Если что, нужно будет, конечно, менять цепь, потому что я планировал этот поход, этот сезон откатать, ну, почти 50, ну да, уже как бы критично, ну, посмотрим. Все уже горит, мне надо привести поляну в порядок и, короче, помыть мотоцикл, и начнем заниматься, короче, подготовкой мотоцикла к путешествию. Фу. Ну, как вам? Красота, конечно, но все, батарейка села. Сейчас постелю здесь раскладушку, лягу и буду наслаждаться. Все, фиг с ним, с этим паромом, не поеду никуда, здесь буду лежать. Финики есть. Кстати, я вот тестирую, вот такие штуки взял. Это говядина такая сушеная. Вот, я взял, ну, сын мне купил, говорит, папа, вот тебе в поход 15 штук, жутко дорогие, ё-моё, но вроде там много энергии и маленький вес. И вот эти я тоже люблю, с минералкой, это самая лучшая еда, эти финики. Вот. Так что сейчас я подкреплюсь, и батарейка зарядится, и попрем дальше.
Так, друзья, значит, по поводу воздушных фильтров. Это фильтры, у меня установлены фильтры фирмы вот Guglatech, да? Это не K&N фильтры, это вот Guglatech фильтры. Эти воздушные фильтры, моющиеся, да? Их можно помыть. Вот, я это делаю раз в 2 года. То есть, ну, примерно это получается так, грубо говоря, раз в 25 тысяч, да, ну, как и положено их менять. Значит, я их просто мою с мылом в воде, высушиваю и потом немножечко еще обрабатываю вот специальным маслом для K&N фильтра. Такое легенькое, жиденькое масло пропитывается. Вот, можно не обрабатывать. Вот, почему я применяю именно эти фильтры? Во-первых, я могу сразу сказать, что они мотору дышится легче, да? То есть, видать, пропускная способность у них выше, чем у обычных фильтров. Во-вторых, это многоразовые фильтры, их помыл и поставил обратно. Вот, помыть можешь всегда, через 5000, через 10, через 20, там, как тебе угодно. Если по пыльному участку едешь там где-нибудь, то, естественно, это лучше помыть. Вот, вода, мыло всегда есть, порошок там, ну, у меня просто мыло такое, вот, то, что я мотоцикл мою. Вот, значит, что еще? Относительно вот, у меня были, значит, ну, на эндуро раньше у меня стоял фильтр фирмы, вот, у меня были поролоновые фильтры, и я вам скажу, после того, как поролон помоешь, да, они тоже моющиеся, вот этот поролон помоешь, и вот так вот на солнце, видите, вот солнце, да, я вот так вот беру, вот, и просматриваю, прям вот конкретно, и смотрю, проходит ли солнечный луч через вот эту сетку, да, ну, через фильтр. В этом случае не проходит. То есть, ну, видно, что белые такие, эти светлые поля, очень тонкий там материал, но именно вот прямого солнечного луча ты не видишь. То есть вот даже в поролонный фильтр, я вот так поролон покрутил, и прям четко солнечный луч попадает в глаз. Вот маленькая такая точечка. Вот. То же самое касается и K&N фильтров. Я взял его вот так вот, у меня на машине стоит. Вот. На солнце вот так вот приложил и покрутил, и прям вижу солнечный луч прям сквозь проходит. То есть маленькая дырочка, да, ну не дырочка, а вот это поры, да, они маленькие, но все-таки они есть. Вот здесь же, вот в этом фильтре, этого нет. Я не кручу, именно что прямого солнечного вот такого луча я не вижу. Вот, я очень доволен этими фильтрами. Прекрасно, достал, поставил. Друзья, всем огромный привет еще раз. Сегодня, значит, 12 мая. Прошло 2 дня. Погода замечательная, но передают уже после обеда тучи и возможен дождь. И всю последующую неделю опять погоды не будет. Вот, ну, для меня это не удивительно. Для меня это не удивительно, потому что такое безумие творится в мире. Поэтому чего ждать от погоды, конечно, то же самое. Вот, значит, в прошлый раз что я сделал? Я поменял масло, значит, помыл воздушные фильтры. Все здесь готово, мотор готов, все готово. Вот, тут навел порядок, вот, значит, в районе звезды, там было очень много грязи. И понятно, что это еще с Албании, там грязью все набилось. Ну, понятно, цепь себе выработала там канал и работала. Моя цепь прошла 35 тысяч, состояние ее, вот видите, вот она еще находится здесь в зеленой, ну сейчас вот она чуть-чуть, ее я чуть-чуть потяну, но в любом случае она еще в зеленой зоне, 35 тысяч, но это благодаря хорошему маслу, гипоидному маслу, которое я применяю для смазки. Вот, 2 ночи не спал, все думал, хотел уже заказать было новый комплект цепи,
со звездами, думаю, и поменяю. Остается до начала моего путешествия буквально, сегодня 12, в общем, 30 я выезжаю. Ну, грубо говоря, 2 недели. Вот, но сегодня еще немножко проехал. Сейчас я еще проверю цепь. Все, каждое звено покручу. Нету там, может быть, в каком-то звене. Но работает она ровно. То есть, когда набираешь там в районе 40-50 км в час, немного даешь нагрузку, она шелестит ровно, без каких-то там стуков. Ну, я думаю, что этот поход она еще выдержит. Но, вероятнее всего, я закажу еще вот эти 2 недели поезжу, посмотрю. Если вдруг у меня подозрение возникнет, что как бы надо менять, то я, возможно, поменяю. Если нет, то поеду на этой старой цепи. Вот, и думаю, что все будет нормально. Вот, единственное, что это вот всегда начинает головняк. Начинаешь потом ехать в путешествие, прислушиваться. Не знаю, как у других, но вот у меня, если технически какая-то есть маленькая погрешность, то все, она не дает покоя, и, короче, начинаешь там фантазировать, и, в общем, вот, но постараюсь как бы это выкинуть это все из головы, цепь нормально, вот, и наслаждаться путешествием. А сегодня интересный, я думаю, интересный день будет, так как я буду менять резину перед-зад, да. Вот, но я уже говорил, то есть я замерил глубину, значит, протектора здесь и глубину протектора вот тоже на уже подержанной резине. Сейчас переставлю более-менее хорошую резину, поставлю сюда. Впервые попробуем вот эту вот американскую чудо-технику, изобретение американское, как она работает. Вот, ну и, собственно, все. Потом мне останется только с сумками разобраться, как сумки. Значит, так, я, скорее всего, выяснил, в чем все-таки дело. Дело не в цепи, а в подшипниках. Вот, этот подшипник нормально. Вот, этот подшипник пока тоже нормально, но проблема в том, что что-то они, я смотрю, туго крутятся. Зажал конусами колесо и просто зафиксировал ось и крутнул колесо. В общем, крутится она не очень легко. Чувствуется, что она увлекает вот эту ось за собой. То есть подшипники на грани, короче, выхода из строя. Дальше пойдет просто по прогрессии. У меня есть запасные подшипники, я вожу с собой вот здесь. Здесь я уже открутил. Вот. Вот заодно сейчас опустошим вот эту. Масло здесь как раз будет удобно подойти. Кстати, аккумулятор у меня стоит родной, оригинальный. Это уже осенью будет 6 лет. 6 лет аккумулятору. Я его один раз всего я снимал на зиму. Вот, я рано закончил сезон и, короче, как бы это самое, не планировал зимой ездить. Вот один раз снимал, ну, я его просто домой отнес, поставил там, и он у меня дома стоял. Вот, не заряжал ничего. Поставил его обратно, завел и все. Вот, а так 5 лет он стоит вот здесь штатно. Ну, у нас, конечно, зимы-то не такие, но тем не менее. Тут у меня, смотрим, то, может, они уже заржавели. Тут тоже, ух ты, точно. Вода все-таки туда попадала, вот они. Подшипники. Вот.
Вот у меня пленка, все заклеено. И где-то то ли тут жамка была, то ли где-то, или вот здесь. Ну, короче, где-то в одном месте стала пропускать. Поэтому я не стал ничего здесь убирать. Пусть она будет. Не попадает вода через спицы внутрь. Так что так. Вот так. Так, эта покрышечка нам еще пригодится. Конечно. Еще используем. Времена наступили-то неблагоприятные. Ну что, друзья, наступает торжественный момент. Сейчас мы применим эту американскую чудо-технику. Так. Теперь. Ну. Ё-моё. Видим, да? Без каких-либо усилий. Ха! Ну ладно, это-то полбеды. Теперь вот надо. Сейчас я вставлю камеру и продолжим. Вот, раз у меня есть такая теперь штука, ставлю камеру усиленную фирмы Pirelli. Толстенная такая резина. Вот, тут может чуть-чуть видно. Pirelli. Я ее купил и так еще и не использовал, потому что она действительно это... Боялся я... Наперед я тоже поставил такую, но ее проколол монтажкой. Вот, поэтому заднюю не стал рисковать. Думаю, камеры дорогие, и как бы... Вот. Ну, теперь вот пришло время установить. Такая приспособа, тросик вот. Для того, чтобы облегчить попадание соска в нужное отверстие. Вот и все. Все. Так, на месте. Ну что, попробуем. Чудо-технику. Сейчас коленочками. Ё-моё. Ё-моё. Ха! Что сказать, ребят? Оценка во! Вообще даже не напрягался. Первый раз я делал этой штукой. Тик. Сами видели все. Просто перфект. Перфект. Даже это самое. Вероятность повредить камеру при монтаже равна нулю. Видите как? Можно в жару, где-нибудь в неудобном месте, проколол, колупаешься с этими монтажками, пробил еще раз камеру, ё-моё. Достал вот эту штуку, вставил. Может тут сок
попил, яблочко откусил, хоп, хоп. Я вот на стульчике, сидя на стульчике, вообще отлично, ребята, отлично. Все, не зря все-таки я потратил эти деньги. Дело-то уже идет к закату. Вот, так что зачем лишние напряги, когда голова работает, и прекрасная штуковина, прекрасная. Так, короче, все, я собрал. Вот. Цепь проверил, все звенья пошурудил, погнул. Все идеально работает, никаких люфтов. Думал, может, в замке, где я замок делал. Нет, все четко. Находится она в зеленой зоне. Я вот сейчас вот еще раз. Вот. Вот, на минуточку цепь прошла 35 тысяч километров. Вот, это оригинальная цепь. Вот, так как это вторая цепь на моем мотоцикле, тоже оригинал. А первую я испортил сам смазкой, потому что там повылетали у меня вот эти уплотнительные кольца. Смазка была слишком густая, и в холодную погоду их рвало, и, короче, это. Вот, после этого я поставил вот такую штуку. Кстати говоря, через года 3 она у меня потекла. То есть не здесь потекла, а стал воздух проходить туда вовнутрь, поэтому давление там не держалось, и вакуум, то есть не держался. И масло заливаешь, и оно все постепенно капает там. Вот. Я что сделал? Я разобрал. Там такой о-ринг, кольцо такое резиновое. Я подмотал тефлоновый такой этот бант, как он называется, ну, тефлоновую ленту. Поставил опять о-ринг на место, все собрал, теперь все держится. Вот. Идеально работает гипоидная смазка для нагруженных передач, зубчатых передач. Вот, поэтому все идеально. Все я собрал. Вот заднее колесо, новые подшипники. Собственно, теперь остается мне только сумки. Сниму вот этот багажник и повешаю сумки. Поэтому я сейчас собираю весь инструмент. И вот. И мы кушаем, ужинаем. И тогда уже следующее видео будет с сумками. А, да, я еще хотел здесь сделать глушитель. Но это, я думаю, что надо сумки. Повесить сумки и тогда сделать вот этот защитное покрытие для глушителя, чтобы мне не спалить сумки. Ну и все. Паром я заказал. Уже с Анконы на Игуменица. Да, в Греции. Поэтому все, друзья, всем пока. Всем добра, удачи, любви и счастья. И мира. И мира, самое главное.